Всем привет, меня зовут Лада, добро пожаловать на YouTube-канал «Любимое дело». В этом видео покажу подробный мастер-класс по плетению из газетных трубочек вот такого шикарного короба. Его я приспособлю для своих вязальных дел, потому что у меня все в разбросанном виде, клубки, крючки, все туда сложу. Короб этот с деревянным дном. Здесь несколько узоров, ситец, веревочка в 3 трубочки и в 2 трубочки прямая и обратная. Покажу очень подробно, как плести такие узоры и делать переходы. Мастер-класс по изготовлению крышки для короба смотрите в отдельном видео на канале. Ссылку оставляю в верхнем углу видео в подсказках и в описании под видео. Есть у меня в запасе вот такое деревянное донышко вязальное с большими отверстиями. Такие донышки мне очень понравились в работе, для плетения использую. Очень мне нравятся. В описании под видео я обязательно оставляю ссылку на магазин, где можно приобрести такие донышки по очень хорошей цене. Также мастер в этом магазине изготовит донышки по вашим меркам и размерам с теми отверстиями, которые вам нужны. Обязательно заглядывайте в описании под видео, там оставляю все нужные ссылки. Донышко очень хорошо шкурю, чтобы на нем не было никаких заусенцев, ничего нигде не торчало. И крашу водной морилкой, мне нужно сделать это донышко чуть потемнее. В качестве основного материала я беру мои любимые газетные или бумажные трубочки, из которых я плету корзины. Эти трубочки я кручу сама на тонкую спицу из чистой газетной бумаги, крашу их определенным образом. Здесь трубочки покрашены и водными морилками, и колерами. И далее обрабатываю их специальным образом, чтобы в плетении они были пластичные, не трескались, гибкие были. В своих отдельных видео я все эти процессы показываю очень подробно. Ссылку оставляю в подсказках и в описании под видео. Итак, теперь я начинаю обвязывать вот эти большие отверстия газетными трубочками, вставляю газетные трубочки именно так, как на видео. Вообще у меня есть отдельное видео по способам обвязки таких больших отверстий. Обязательно его посмотрите, кто еще не смотрел. Ссылку оставляю в подсказках видео вверху и в описании под видео. Трубочки-стойки все вставила, все на месте. Казалось бы, вот так все выглядит хаотично, но на самом деле у нас из каждого отверстия выходят по 2 трубочки. Получается у нас двойные стойки здесь. Я весь короб буду продолжать плести на двойных стойках, но учитывайте, что вот у таких донышек расстояние между отверстиями очень-очень маленькое. Соответственно, у вас расстояние между стойками получается тоже очень маленькое. Плести так не очень удобно, поэтому если вам это будет неудобно, то вы можете срезать по одной стойке, оставить одинарные стойки, так чуть полегче будет плести. Либо уже заказывайте донышки с чуть большим расстоянием между отверстиями, тогда и плести будет гораздо удобнее. Первый ряд я решила сделать веревочкой в 2 трубочки, ну и в принципе последующие ряды тоже буду плести веревочкой в 2 трубочки. Здесь у меня пока идет прямая веревочка в 2 трубочки. Проплела первый ряд веревочкой в 2 трубочки, здесь я делаю переход на следующий ряд с закрытием этого ряда. Посмотрите внимательно, как я это делаю. И следующий ряд я буду плести обратной веревочкой в 2 трубочки. Также показываю этот процесс. И таким образом я продолжаю плести последующие ряды, то есть ряд прямой веревочки в 2 трубочки, ряд обратной веревочки в 2 трубочки. Соответственно, как только я проплетаю ряд, я закрываю его и делаю переход на следующий ряд. Ну и, конечно, я стараюсь вот этот процесс вам показать без слишком сильного убыстрения, ускорения. Но если вам все-таки немножко некоторые моменты непонятны, то смотрите мое отдельное видео по плетению прямой и обратной веревочки с закрытием и с переходом с ряда на ряд. Ссылку оставляю в подсказках в верхнем углу видео и в описании под видео.
Все-таки, чтобы вам было удобнее воспринимать эту информацию, принцип плетения, отметила начальную стойку булавкой. Сейчас делаю переход на следующий ряд. Я уже подошла к началу плетения вот этого ряда, который я завершаю. И здесь делаю переход. Остановилась у начальной стойки. Начальная стойка та, за которой идет первая рабочая трубочка. Вот она пошла. Вот это первая, это вторая. И здесь делаю переход следующий. Рабочую трубочку под низ за начальную стойку. Вот так. Следующую рабочую трубочку вот в этот виток, который идет после начальной стойки, перед следующей. Вовнутрь. Так. А теперь у нас 2 рабочие трубочки внутри. Как бы я их вывожу. Раз, эту вывожу первую, эту вторую. Все, и могу плести уже дальше простой веревочкой прямой в 2 трубочки. Ряд у нас закрылся. Можно еще слегка подтянуть. В общей сложности вот в таком режиме я проплела 5 рядов. 5-й ряд я плету уже прямой веревочкой в 2 трубочки. Тут сделала переход и продолжаю плести. Это будет последний ряд плетения веревочкой в 2 трубочки. Следующий ряд я уже буду плести веревочкой в 3 трубочки и уже другим цветом. Да, кстати, чтобы вам было удобнее ориентироваться, где у меня начало ряда, я начальную стойку пометила булавкой. Для того, чтобы когда вы станете повторять по видео узор, вам было проще ориентироваться, где какую трубочку развернуть, на каком месте. Проплела последний ряд веревочкой в 2 трубочки, закрываю ряд, перехожу на новый ряд. Здесь у меня 2 рабочие трубочки, я их наращиваю на трубочки другого цвета, темно-коричневые. Добавляю 3-ю трубочку, таким образом, как на видео, и начинаю плести веревочкой в 3 трубочки. Будет 1 ряд веревочкой в 3 трубочки. В конце я делаю переход на следующий ряд и потом буду плести уже ситцем. Проплела ряд веревочкой в 3 трубочки. Здесь остановилась у начальной стойки. Вот начальная стойка. Здесь первый виток выходит рабочей трубочкой. Здесь конец
мы можем его срезать вот так, чтобы потом он у нас спрятался. Можно даже вот так наискосок, чтобы его совсем не видно было. Так, ну и делаем переход. Здесь делаю переход, начиная с крайней правой рабочей трубочки. Вот из этих трех у нас вот эта трубочка самая крайняя. Пропускаем 2 стойки, заводим ее за третью. Так, подтягиваем. Здесь следующую берем, заводим за третью стойку. И здесь заводим за третью, за начальную стойку. Вот что получается. Ряд закрыт. Единственное, что вот этот вот кончик мы можем его спрятать еще внутрь, еще больше внутрь. Вот сюда. В эти витки, чтобы совсем не было ничего видно. Вот что получается. Вот эти трубочки я меняю цвет у них на светлые снова. Так, хоба первая трубочка. И здесь я вот эту вот меняю на другой цвет. Серединку оставляю. Серединку я вообще буду потом убирать. Вот, поэтому, в принципе, она мне здесь, эта трубочка, и не нужна, вот эта серединная. То есть ее можно потом убрать будет. Подрезать там с той стороны. Нарастила цвет коричневых трубочек. Нарастила коричневые трубочки на светлые. Здесь у меня 2 рабочие трубочки вышли на лицевую, я ими буду плести. А одна рабочая трубочка убралась внутрь, вот сюда в виток. Все немножечко подтягиваю. Так, чтобы у нас ряд закрылся. И сейчас продолжаю плести уже обычным ситцем. Одинарным ситцем. 2 трубочками вдогонку. Вот таким образом. Ну, предпочитаю сначала одной плести, а потом второй ее догонять. Расстояние здесь, конечно, маленькое. Я хотела из двойных стоек сделать одинарные, чтобы легче было плести. Но потом передумала, оставила так. Пусть будет так. Так прочнее. Мне корзина эта нужна прочной, чтобы сюда много чего влезло. Вот, поэтому оставила двойные стоечки. Ну, а если так вот вам неудобно будет, то уже одинарные делайте после плетения веревочкой в 3 трубочки. Как плетете, там внутри витков обрезайте одну стоечку. И у вас будут одинарные. Ими уже полегче плести будет. Ну и, конечно, принцип наращивания за стойкой никто не отменял. Он сохраняется. Обрезали трубочку, вставили кончик и за стоечку. И ничего не видно. Все замечательно. Ну а этой вдогонку плетем.
стоечки поправляем, если нужно. Вот что получается. Ну и, соответственно, основное цвет плетения у меня светло-коричневые, светло-бежевые трубочки. Ну и я добавляю здесь трубочки голубого и красного цветов. Мне показалось такое сочетание более приемлемо, что ли, из тех цветов, которые у меня имеются. Соответственно, весь процесс плетения ситцем я не стала показывать. Здесь все очень просто. Плети себе, плети по кругу. Ну и, конечно, вот это добавление вот этих цветных трубочек я делаю постепенно, чтобы это было все равномерно, то есть чтобы у меня не скапливался в одном месте какой-то один цвет, да, чтобы было разбавление. Вот за этим я слежу. Я проплела столько рядов, сколько мне нужно по высоте. Вот здесь у меня уже даже стойки, высота стоек заканчивается, но пока на такой высоте мне все-таки можно сплести ряд веревочкой в 3 трубочки. По сути, я сейчас повторяю нижний узор, то есть я сейчас делаю переход на веревочку в 3 трубочки, плету ряд веревочкой в 3 трубочки, а дальше я плету 5 рядов прямой и обратной веревочкой в 2 трубочки. Здесь показываю переход на следующий ряд, то есть закрываю ряд веревочкой в 3 трубочки. И, соответственно, потом я срезаю все эти огрызки стоек, концы стоек, которые торчат, и вот таким образом вставляю новые стойки. А концы от веревочки в 3 трубочки я прячу таким образом, как на видео, то есть в витки вперед. И затем это все, конечно, срезается, ничего этого не будет видно. Так, ну вот стойки я обрезала, но перед этим, конечно, я выровняла рядочки, чтобы они на одном и том же уровне были, чтобы все ровненько было. Можно это сделать линеечкой, то есть сначала я линеечкой смотрела, выравнивала, а потом уже, когда выровняла, обрезала стойки, я перевернула корзину и смотрела
по этому месту, где у меня проваливается что-то там, где у меня там больше, меньше, ну, в общем. И уже после этого также чуть-чуть подровняла, и все. И теперь ровненько все. Я могу сейчас дополнительные стойки добавлять, что, собственно, я и сделаю. Стойки вставила, думала, на этом закончу, буду делать загибку, но все-таки решила проплести еще повыше короб, поэтому я сейчас буду повторять тот узор, который у меня в самом начале был. Это веревочка в 2 трубочки, прямая и обратная, как бы косичкой, вот такая вязаная. Здесь я уже вот эти концы рабочих трубочек убрала от плетения веревочки в 3 трубочки. Ничего страшного. Я снова добавляю 2 рабочие трубочки. Так. И начинаю плести веревочкой в 2 трубочки. Вот так вот. Ну, концы, соответственно, там я спрячу. Вот что получается. Тот же самый принцип, что я в начале показывала. То есть я плету прямую веревочку в 2 трубочки. Делаю переход. Здесь у нас начальная стойка. Вот это вот. Не буду отмечать. Все это я уже за камерой буду плести. Потом делаю переход. Перехожу на обратную веревочку в 2 трубочки. И все. Вот так проплету рядов 5. Вот прям повторю то, что у меня вот здесь снизу, то и здесь делаю. Все, проплела столько рядов, сколько мне нужно, узорчик повторила, и дело осталось за малым, сделать загибку. Загибка будет простая, это розга. В этом году я что-то ее очень часто плету, но я ее люблю плести на коробах. Вот когда особенно есть уголки, розга очень хорошо ложится. Ну и в этом коробе тоже решила сделать розгу. Единственное, что она у меня получилась объемной. В принципе, пусть так и есть. Для крышки подойдет. Я здесь не показываю прям полноценный момент плетения загибки розга, но у меня есть отдельное видео на канале, повторяться не хочу. Если вам интересно и вы хотите научиться плести розгу, то обязательно смотрите то мое видео, ссылку в описании оставляю. Сейчас начинаю лакировать корзину. В своих видео много раз показывала этот процесс. Единственное, что скажу, значит, корзины вот таких размеров я не грунтую, я не вижу смысла. Они и так достаточно прочные, жесткие. Грунтую только большие корзины. Ну и лак. Здесь я использую сверхпрочный паркетный эколак Biotex. Он дает необходимую прочность. Мне он очень нравится. Здесь у нас плетение. Чтобы фактура плетения не забивалась в лаке, я беру кисти с жесткой щетиной, убираю излишки. Ну а вот это деревянное донышко я тоже лакирую. Все вот достаточно обычно. Пролакировала первый слой. Когда он высохнет, пролакирую вторым слоем. Соответственно, лакирую и снаружи, и внутри корзиночку. Готов короб. Вот такой красавчик получился. Крышку уже делала отдельно. В отдельном видео покажу обязательно. И сейчас в этом кадре я начинаю раскладывать все свои клубочки, крючочки в этот короб убирать. И понимаю, что либо короб у меня маленький получился, либо у меня много чего вязального такого. За жизнь собралось. Но все нужно.
Вот, поэтому все убираю, вроде в короб все убралось, очень удобно теперь стало, все в одном месте. В общем, я очень-очень довольна. Ну а я надеюсь, что вам понравилась идея плетения этого короба и видео понравилось, было полезным. Обязательно отмечайте в комментариях, пишите ваши мнения, отзывы. Благодарю за то, что смотрите мои видео до конца и делитесь видео в соцсетях. Так вы помогаете проекту и каналу развиваться. Желаю вам легкого плетения, плетите в удовольствие, получайте кайф. Увидимся с вами очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!